мире есть столицы моды, столицы еды и кино, столицы спорта и даже столицы мореплавателей. А как насчет столицы Рождества? Рождества. Существует ли на самом деле такое место, в котором каждый сантиметр пропитан духом этого особенного праздника? В этом видео мы хотим показать вам его, то самое место. Не просто показать, а еще и раскрыть все его секреты. В этом видео мы с вами узнаем, почему весь мир каждый год наряжает елку. Именно елку, а не, скажем, березу. Побываем в гостях у Гензеля и Гретель. Да, в их крошечном сказочном домике. Поздороваемся с самим Гутенбергом и увидим, как создалось книгопечатание. Прогуляемся по улицам, где на воздушных шарах летают самые милые, добрые, полярные мишки. Оседлаем коня на скаку и съедим пару-тройку необычных, но вполне привычных для местных эльфов сладостей. Да, эльфов, а как же без них? В этом выпуске мы вместе снова окунемся в атмосферу настоящего волшебства, вне времени и пространства. Добро пожаловать в столицу Рождества. Когда говоришь слово «столица», на ум приходит что-то большое, громадное и могучее. В нашем случае столица Рождества – это крохотный городок на границе Германии и Франции. Здесь живет около 300 тысяч эльфов. Сразу скажу, эльфами я буду называть людей, благодаря которым мы с вами можем видеть все это волшебство. Мы же в столице Рождества. Помните? Значит, здесь точно есть эльфы. Они и правда тут выглядят как эльфы, и магия их хоть и человеческая, но атмосферу, которую они создают в этом маленьком городе, можно назвать сверхъестественной. Мы с вами приехали в Страсбург, ребятушки, в город-сказку, в город-мечту. Я настолько мечтала попасть сюда, что пару лет назад даже рисовала этот город акварельными красками, своими руками. Страсбург сочетает в себе все самое лучшее и от Германии, и от Франции, потому что сотни лет его передавали из рук в руки то французам, то немцам. Но само слово «Страсбург» немецкое. Означает оно «город у дороги». Название очень простое, как большинство немецких городов, но за ним стоит необыкновенная и очень интересная история. Еще раз, в городе всего 300 тысяч человек, но его считают столицей главного мирового праздника – Рождества. Почему? Во-первых, сама традиция праздновать Рождество и наряжать елки родилась здесь. Почему именно елки? Представьте себе, вы живете в Страсбурге, на дворе 16 век, Средневековье, рядом с вами большой, красивый, мистический хвойный лес, известный на всю Германию и задолго за ее пределами. Вы гуляете по нему, и снег так по-доброму, по-детски хрустит под вашими ногами. Звучит как начало легенды. И она здесь есть, конечно. Был такой немецкий богослов Мартин Лютер, который в 1513 году, возвращаясь домой в канун Рождества, сильно вдохновился красотой звездного неба и ели под ним. То, что он увидел здесь, в Шварцвальде, напомнило ему о Вифлеемской звезде, той самой путеводной для волхвов в рождественскую ночь. Мартин Лютер решил воссоздать это чудо дома. Он принес домой маленькую елочку, прям как в наших детских песнях. Помните? «Маленькой елочки». Поставил ее на стол и украсил ветви свечами, а вершину звездой. Так в столице Рождества родилась первая особая традиция. Наверное, самая приятная из всех, которая объединяет всех нас по всему миру с XVI века и до сих пор. Только раньше елочки ставили прямо на стол, а первыми игрушками тогда были сладости.
сваренные в меду яблоки, груши и орехи, которые раздавали детям. Это, кстати, ответ на вопрос, почему на здешних ярмарках так много сладостей. Я честно сбилась со счету, сколько их тут. Теперь вы знаете, почему по всей Германии, да и во Франции тоже, в Рождество делают орехи в меду. Именно из Шварцвальда сначала в Страсбург, а потом уже на весь мир разлетелась эта волшебная традиция. Подкармливаю оператор на посетительский ужин. Немцы отправили эту традицию во Францию, в Чехию, в Голландию, Данию, в Англию. Кстати, именно немецкие мигранты привезли эту традицию в Америку. Во-вторых, именно здесь, да, здесь, в Страсбурге, впервые появился Дед Мороз. Или его еще называют Санта-Клаус. Как так? В Германии Рождество начинают праздновать с 1 декабря, потому что истоки этого праздника связаны со святым Николаем. Святитель Николай по описаниям был длиннобородым епископом богатого турецкого происхождения. В Шварцвальде говорят, что он занимался благотворительностью для семей с нуждающимися детьми. Он бросал им монеты в дымоход. Отсюда и пошла вторая волшебная традиция выражать и дарить любовь через подарки. В ночь с 5 на 6 декабря дети в Германии, во Франции, Бельгии и Швейцарии оставляют свои сапоги возле камина или входной двери, чтобы дать возможность Святому Николаю подарить им сладости и подарки. Давайте вспомним это особенное чувство. Утро. За окном падает волшебный пушистый снег. Где-то в углу стоит наряженная всей семьей елочка. В доме пахнет хвоей и еще теплыми ванильными печеньками. И вы, совсем маленький, бежите поскорее смотреть свой сапог. Что же там такое принес ночью Святой Николай, Санта, Дедушка Мороз? Наверное, из-за этой традиции зима у меня лично одно из самых любимых времен года. И снег, пусть даже он холодный, но когда он падает, на душе становится как будто легче и теплее. Как у вас там? Голова от этого всего не кружится? У меня немного закружилась после каруселей, а все интересное еще впереди. Вроде бы рассказываю, а чудеса не заканчиваются. Их как будто становится только больше и больше. Мы же в Страсбурге, помните? Ребят, мы с вами идем на самую красивую, самую магическую, самую известную улицу здесь. Каждый раз, как в первый раз. Сейчас увидите, почему. Пришло время нам с вами наведаться в гости к самым милым, полярным, добродушным, таким классным. Давайте подбирайте вместе со мной этот хвалебный список. Мишкам. Да, ребята, к мишкам. Откуда они здесь и почему их так много? Для этого мы с вами снова вернемся немного назад. Туда, где под ногами еще скрипят деревянные полы, а в доме пахнет дровами и костром. И чтобы согреться, хочется к нему поближе пододвинуться и слушать волшебные рождественские истории с бокалом теплого чая в руках. Помните, я говорила, что жители Страсбурга – настоящие эльфы? Так вот, именно эти самые эльфы, да, жители Страсбурга, своими руками создают здесь тепло. Зимы здесь бывают долгими и темными, иногда солнца не видно месяцами, и поэтому немцы придумали еще одну известную на весь мир традицию – зажигать весь город и рождественские елки огоньками.
И чтобы зима здесь была еще теплее, еще добрее, страсбургцы всюду увешивают свои дома и улицы мишками. Да, плюшевыми мишками. За все свое детство и за всю свою жизнь я не видела столько игрушек, сколько увидела здесь всего за один день. Сбилась со счету, какое количество здесь медведей. Да, посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все, не могу, шея устала, болит. Есть еще маленькие. А я только на одном доме посчитала. А здесь не один дом с медведями, кстати, да. Мишки здесь летают и на воздушных шарах, и лазят по балконам, и по елкам, машут руками, наряжаются, прям как мы. Почему символом Страсбурга стал аист, а не плюшевый медведь, мне непонятно. Про аистов, кстати, добавлю, они тут, как и мишки, везде. Живые, сувенирные, нарисованные, слепленные из глины, шагающие на указателях домов и даже на крышах. Да, на крышах есть такие аисты, которые живут здесь на крышах храма. Представляете, какой святой город? Поэтому для меня тут все про свет и про тепло буквально. На улицах здесь как будто ощущается присутствие добрых сил. Посмотрите вот сюда, например. Это собор Нотр-Дам. Да, название знаменитое, французское, но храм немецкий. Когда-то его считали одним из 7 чудес Германии. Он такой высокий, что, наверное, никакая камера, уж тем более моя шея, не достанет его рассмотреть. Ребята, он такой высокий, что у меня шея заболела. Я не знаю, как на него смотреть. С какого ракурса я не досмотрела, не видела макушки. Я, конечно, видела высокий собор, самый высокий в Кёльне, наверное. Но этот я прям не могу. Нотр-Дам де Пари. Ну, не Пари, но Нотр-Дам. Здесь тоже очень тихо, невероятно красиво и спокойно. И на крыше этого храма тоже есть аисты. Угу. Поэтому про добрые силы я не пошутила. Аисты считаются символом удачи, весны и счастья, а еще плодородия и благополучия. Аистов, кстати, сюда, да, во Францию, привезли тоже из Германии. Местные верят, что аисты — это всегда к удаче. Мы с вами нашли здесь аистов? Нашли. Поэтому будет нам всем теперь удача сопутствовать во всем. В Страсбурге праздник слова с большой буквы. Рождество — главный праздник здесь, потому что это не просто праздник, а целая сказка. Третья волшебная традиция в столице Рождества — устраивать не менее волшебные, яркие ярмарки. Думаю, из-за этого здесь внутри рождается это чувство, когда приятно потеряться, бродить, гулять и забыть о времени. Потому что время здесь течет иначе. Старинная немецкая фахверковая архитектура со всех сторон погружает в те самые старинные года, а французские изысканные блюда помогают ощутить Рождество на вкус. Да, у Страсбурга французский вкус и французский запах, и еще язык французский. На улицах здесь пахнет французскими сладостями, свежими, хрустящими, парижскими круассанами или макронс, французским парфюмом и их знаменитыми на весь мир французскими сырами. Боже мой, как это вкусно! Оно пахнет, как, знаете, вот в детстве. Я помню, что мы с братьями и сестрами жгли картошку в костре. Там, знаете, в костер ее пихаешь в уголь. Вот запах такой же. Но на вкус, конечно, не очень сильно отличается от картошки. И гораздо полезнее. А вот елки здесь украшают вполне по-немецки. Смотрите. Помните, я говорила, что Страсбург кочевал между Францией и Германией туда-сюда? И это тот случай, когда самому Страсбургу это пошло на пользу. Поэтому он такой уникальный. И поэтому здесь есть все и сразу. Ребят, может быть так. Может быть все и сразу. Может. И Страсбург тому живое доказательство. Взять, например, даже детские игрушки.
Помните, раньше их делали из всего подряд, из дерева, из бумаги, из воска, из перьев и даже до фруктов и орехов. Поэтому страсбургские ярмарки для меня лично — это ожившая чародейская книга. Меня покорили вот эти Дед Морозы, которые вытворяют здесь такие каскадерские трюки, что рядом с ними можно залипнуть. Вот этот, смотрите, как отжигает. Такой тверк я видела только на концертах именитых звезд. А тут дедуля, ну. Тоже хочешь? Ребятушки, я вроде уже даже совсем взрослая. Но тут со мной впервые случились эти карусели. Как тут удержаться? Вот как? Если честно, для меня праздник не имеет никаких временных рамок или возрастов. Ведь чудо есть чудо. И даже если мы все-таки выросли однажды и уже совсем взрослые и серьезные, тогда тем более пусть чудеса живут в сердце каждого из нас. Страсбург — это город, экономика которого поднялась необычным путем. Не поверите, но дело тут не только в бизнесе или в туризме, но еще и в творчестве. Да, город — это столица не только Рождества, но и творчества в чистом виде. И это сейчас официально. В этом регионе были созданы те самые знаменитые на весь мир сказки братьев Гримм. Я уже рассказывала вам про них в выпуске про Ротенбург, и если вы вдруг не смотрели его, жмите сюда. Сейчас я хочу погрузить вас в эту тему чуть глубже. Когда я впервые узнала, что большинство экранизированных сказок, фильмов и мультов Диснея немецкие, я, мягко говоря, обалдела. Но есть еще более обалделый факт. Приготовьтесь. Готовы? Сказки эти не были придуманы братьями. Они были записаны ими со слов жителей Шварцвальда. Да, ребят, братья Гримм ничего не придумали. Они пересказали, точнее, записали пересказанное народом. Якоб и Вильгельм Гримм исследовали немецкую культуру, собирали фольклор и создавали первый в Германии словарь немецкого языка. Белоснежку, Волка и семеро козлят, Рапунцель, Золушку, бременских музыкантов, госпожу Метелицу, храброго портняшку, который у нас считается народными, пересказывали своим детям и внукам жители Шварцвальда долгими зимними вечерами перед сном. По соседству с семьей Гримм жил состоятельный аптекарь, господин Вильд, с женой и детьми. Фрау Вильд знала бесконечное количество историй, которые с удовольствием рассказывала Вильгельму Гримму, прям как я вам сейчас. В их доме жила экономка Мария Мюллер. У нее была феноменальная память, и она знала тысячи сказок. Мария рассказала братьям Гримм историю о спящей красавице и красной шапочке, которую теперь знают миллионы людей по всему миру. Ну и, наконец, Гензель и Гретель. Здесь это не просто история, здесь это ожившая, все еще сказочная, но все-таки реальность. В столице Рождества жители воссоздали домик брата и сестры, и по внешнему виду он не просто напоминает сказочный, на мой взгляд, он даже превосходит его. Посмотрите на эти ступеньки. Они здесь настолько крохотные, что я едва находила место, чтобы по ним шагать. Раньше в столице Рождества и по всему миру сказки пересказывали устно. До тех пор, пока сюда не пришел свет. И это реальные слова из Священного Писания, которые можно найти и прочитать в Страсбурге прямо на одном известном памятнике. Дело в том, что в этом городе Иоганном Гутенбергом было создано еще одно рождественское волшебство, которое сейчас для нас скорее естественность. Сотни лет назад здесь, в Страсбурге, был изобретен и поставлен первый печатный станок. Поэтому отсюда же по Европе распространилось книгопечатание. Представьте себе такой телепорт, который из любой точки мира переносит в добрую и теплую атмосферу волшебства. Где это волшебство можно не просто увидеть, но еще и прочувствовать, прожить.
Когда я и Стас создавали этот выпуск, нами двигала идея напомнить миру обо всем том светлом и добром, что в нем есть. И, возможно, для кого-то из вас, кто сейчас смотрит этот выпуск, такой телепорт все-таки открылся. Возможно, внутри у кого-то из вас зажегся пусть крохотный, а может даже совсем большой, огонек света внутри. Быть может, где-то внутри у кого-то из вас проснулся маленький мечтатель, внутренний волшебник, который на самом деле может все. И пусть даже мы давно уже взрослые, и этот самый маленький волшебник внутри нас вырос вместе с нами, где бы мы ни были, куда бы мы ни отправились, его внутренний свет, его тепло до сих пор идет следом за ним. В этом выпуске нами сказано уже многое, но мне очень хочется сказать, напомнить вам еще кое-что. Каждый из нас — это свет. Да, настоящий свет. Поэтому светите. Пожалуйста, светите.